Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как связать вот такой вот очень красивый большой палантин спицами. То есть он очень-очень большой, этот палантин, он шикарно выглядит. К сожалению, у меня нет возможности его полностью вам показать на камеру, потому что он действительно очень-очень большой. И его здесь никак не уместить. То есть длина данного палантина вместе с кисточками, то есть вот здесь вот у меня еще кисточки, она около 185 сантиметров, и в ширину данный палантин около 50 сантиметров. То есть, как вы видите, он действительно очень большой, он шикарный. Я так думаю, что если вы выполните данный палантин и придете на какое-либо мероприятие, то вы однозначно не останетесь незамеченными. Значит, в свою очередь хочу сказать, что несмотря на то, что выполнен он из акрила, то есть вот пряжа вот эта пушистая, это все-таки акрил, он очень и очень теплый, мягкий и комфортный, то есть действительно он красивый. Сравнительно недавно у меня выходило уже видео, в котором я давала описание, каким образом я выполняла похожий палантин. В нем я именно просто объясняла и рассказывала, как я это делала, потому что палантин уже был выполнен. В данной ситуации я вам буду именно показывать, каким образом я его вязала. Плюс еще отличие вот именно этого палантина, то что он выполнен полностью спицами. То есть даже вот эта вот вставочка, которая вот здесь вот ажурная идет, красивая, она выполнена спицами. Ну и плюс немножко все-таки другая специфика работы вот именно в данном палантине. Поэтому я так думаю, что он идеально подойдет для вязальщиц, которые, например, не умеют работать крючком, работают только спицами. То есть я так думаю, что для них этот вариант он будет идеальным. Значит, также, как я уже сказала, внизу данного палантина у меня вот такие вот кисточки красивые, но опять же все эти вот моменты, как кисточки, все остальное, это вы уже можете самостоятельно потом решать в процессе работы, нужны ли они вам. Самое главное выполнить, так сказать, основную вот эту вот часть палантина. Значит, выполнялся этот палантин из пряжи пушистая. Я вам покажу, как выглядит данная пряжа. Если вы вдруг не найдете ее, вы также можете выполнить данный палантин, например, из обычной классической пряжи травка, но в свою очередь я вам сразу могу сказать, что этот палантин, он будет смотреться все-таки немножко по-другому. Не скажу, что это прям будет хуже там или лучше, то есть он просто будет смотреться по-другому, так как пряжа пушистая, она все-таки у нее, вот если вы посмотрите, у нее эффект идет под мех полотно, то есть вот оно вот так вот ворс он ложится, и он как вот под мех, то есть он не торчит. Пряжа травка, если вы с ней будете работать, она за счет того, что у нее более короткий ворс, то есть он будет просто вот так вот торчать, вот этот вот ворс, то есть смотреться будет по-другому. Если вы мало ли вдруг не найдете пряжу пушистую там у себя в городе или еще где-то, я вам оставлю ссылочку в описании к данному видео, где вы сможете при желании приобрести именно пряжу пушистая, то есть вот именно такую вот пряжу. Итак, начинаем. Итак, для работы вам понадобится пряжа двух разных видов, то есть это фантазийная пряжа в виде травки, и в моей ситуации это пряжа пушистая фирмы Назар, и классическая какая-либо пряжа. В моей ситуации я взяла это тоненькая такая полушерсть, но вы в свою очередь можете взять и 100% акрил, то есть это уже на ваше усмотрение. Единственное, что, конечно же, я рекомендую, чтобы эта пряжа она была в одной цветовой гамме, то есть вот как у меня ситуация, например, что вот синяя такая вот пряжа пушистая, и вот темно-голубой цвет это вторая пряжа, то есть так оно будет просто посимпатичней смотреться. Итак, теперь более подробное, то есть у меня пойдет пряжа пушистая на этот палантин, как я уже сказала, фирмы Назар. Это у нас 100% полиэстер, 100 грамм, 90 метров.
У меня вот такой вот пряжи ушло ровно 5 моточков, то есть это упаковка. От 5 мотков у меня остался вот такой вот буквально моточек пряжи, но я в свою очередь могу сказать, что палантин получился очень большой, объемный, красивый, то есть в принципе этого достаточно. Значит, если вы вдруг не найдете именно такую пряжу пушистую, то в принципе как альтернативу можно взять и обычную классическую пряжу травка, но единственное, что палантин он все-таки будет немножко по-другому смотреться, уже сразу могу сказать. Опять же, если вам вдруг очень-очень захочется именно из пряжи пушистой связать, и вы ее нигде не найдете, то есть я вам оставлю ссылочку в описании под данным видео, где можно будет приобрести именно такую пряжу пушистая. Это мало ли, если вдруг вы не захотите из классической травки вязать. Значит, следующая пряжа, с которой я работала, это пряжа Камила. Опять же, она фирмы Назар. Значит, у нее в составе идет 55% шерсти, 5% кашемир и 40% акрил. 320 метров на 100 грамм. То есть в моей ситуации я взяла именно такую пряжу. Она такая шелковистенькая, мягкая, красивая. Но опять же, от себя могу сказать, что если вы вдруг именно такую пряжу не найдете, то вы можете ее взять абсолютно любую пряжу. Единственное, чтобы она все-таки была не толстой, где-то в пределах 300-350 метров на 100 грамм. Потому что если вы возьмете толстую пряжу, то вот эти вставки, они будут все-таки грубовато смотреться. То есть пряжа не должна быть толстой. То есть в моей ситуации это вот такой вот голубенький цвет. Да, у меня вот таких вот моточков ушло 2 мотка. То есть пряжи пушистой у меня ушло 5 моточков и 2 моточка пряжи Камила. То есть от моточка у меня, от второго остался вот такой вот буквально моток небольшой вот этой пряжи. Значит, далее, что вам понадобится, это обычные прямые спицы номер 3. То есть я в своей ситуации взяла вот такие коротенькие, это чулочные, потому что мне на них просто было поудобнее работать. То есть это я буду вязать в вставочке вот именно из классической пряжи. То есть вы можете в принципе воспользоваться обычными прямыми или круговыми спицами. В данной ситуации это будет не принципиально. То есть спицы номер 3. И круговые вот такие вот длинные спицы я взяла на тросики. Они у меня на 80 сантиметров, размер 4 и 5. То есть этими спицами я буду вязать непосредственно из вот эту вот пряжу пушистую я буду вязать. На именно тросики я взяла, потому что там будет длинное полотно, и так просто поудобнее немножко будет работать. Но опять же, если у вас есть обычные прямые спицы, то вы можете ими воспользоваться. И далее, что вам понадобится, это обычный крючочек. То есть в данной ситуации не принципиально, какой вы возьмете размер, потому что он необходим будет просто для заделывания ниточек, для вытягивания петель. Поэтому какой у вас есть крючочек, то есть такой вы можете и взять. Итак, начинаем. Итак, для начала работы вам необходимо будет выполнить вот такие вот 3 планочки. То есть эти планочки я вязала спицами из обычной классической пряжи. То есть у меня в моей ситуации это именно полушерсть, но в принципе можно выполнить также из обычного 100% акрила. То есть вот таким вот образом выглядит эта планочка. В длину она у меня примерно получилась 140 сантиметров. А в ширину она у меня получилась, сейчас я вам скажу, если в таком подвытянутом немножко состоянии, то есть это где-то примерно в районе 8-8,5 сантиметров, потому что потом эта планочка, она вот таким вот образом подвытянется немножечко. То есть, что касается длины, я ее выполняла достаточно длинную, то есть, как я уже сказала, на длину 140 примерно сантиметров. Отсчитывала я вот такие участки, то есть у меня вот идут боковые петельки. По 20 петелек боковых я отсчитывала участочки и фиксировала их. Вы можете маркером зафиксировать, я просто ниточкой фиксировала. То есть вот у меня вот таких вот боковых
вот таких вот участков получилось 10 штук, что соответствует 200 боковых петелек или 400 рядов я провязала. То есть это вот на длину, которую я вам сказала, примерно 140 сантиметров. Но опять же, вы в свою очередь можете регулировать длину палантина самостоятельно. То есть или больше, или меньше уменьшать. То есть это уже ваше личное дело, на какую длину вы будете выполнять палантин. То есть вот у меня именно то, что я выполнила, это получается 400 рядов. И, значит, это получается примерно 140 сантиметров. Обязательно рекомендую считать вот именно ряды, чтобы у вас все 3 полосы, они получились одинаковой длины. В принципе, в такой классической пряже считать ряды, это проблем абсолютно никаких не возникает. Намного сложнее считать ряды именно, когда вы будете вязать пряжей травка. То есть там уже более сложно это все делать. Итак, теперь я вам покажу, каким образом я выполняла вот такую вот планочку с дырочками такими красивыми. В принципе, вяжется она несложно. Раппорт данного узора всего лишь 2 ряда, поэтому я вам сейчас покажу, как я выполняла. То есть для начала необходимо набрать на спицы номер 3. Я взяла коротенькие, так как мне просто на них поудобнее немножко вязать. Вы в свою очередь можете взять любые спицы, какие у вас, например, есть в наличии. Значит, я набираю 22 петельки обычным способом. Итак, вот я набрала 22 петельки. Далее я начинаю вязать именно планочку. То есть я снимаю кромочную петельку. Далее я провязываю 2 изнаночные петельки. Вот таким вот образом. 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево. 1 накид, 2 лицевые. Далее опять же у меня идет 2 изнаночные петельки. 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые петельки. И опять повторяю, 2 изнаночные, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 лицевые. И заканчивается у меня ряд 2 изнаночными петельками и кромочная изнаночная. То есть вот это я провязала, получается первый ряд. Далее я вяжу следующий, второй ряд. Я снимаю первую кромочную петельку, провязываю 2 лицевые петли. Далее следующие 2 петельки я провязываю вместе изнаночной, вот таким вот образом, 1 накид, 2 изнаночные. То есть тут у меня как раз предыдущий накид, я его также провязываю изнаночной. 2 лицевые. Далее следующие 2 петельки я провязываю 2 вместе изнаночной, 1 накид, 2 изнаночные. Опять же 2 лицевые, 2 вместе изнаночной, вот таким вот образом, 1 накид, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочная изнаночная. То есть вот это мы с вами провязали один раппорт данного узора. То есть, как вы поняли, он абсолютно несложный. Далее следующий лицевой ряд вы начинаете повторять с первого ряда, как я вам показывала. То есть я вам еще провяжу несколько рядов с вами, чтобы уже более вам показать все подробно. То есть я снимаю первую кромочную петельку, 2 изнаночные петельки, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная изнаночная. То есть вот я провязала, получается, лицевой ряд. Далее я вяжу изнаночный ряд, то есть я снимаю первую кромочную петельку, 2 лицевые, 2 вместе провязываю изнаночной, вот таким вот образом, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночные,
2 лицевые, кромочная, изнаночная. То есть вот, как вы видите, узор абсолютно несложный. Далее вы опять начинаете вязать с первого ряда. Получается вот такие вот дорожки из дырочек, и между ними по 2 изнаночные петельки. То есть узор несложный, но смотрится достаточно интересно и красиво. В процессе работы, хоть тут уже провязали совсем немножко вот мы расстояние, вот видите, получаются вот такие вот боковые петельки. Вот такие вот боковые петельки. Вот их я как раз и считала, чтобы у меня были все эти полоски одинаковой длины. То есть еще раз повторяю, то есть я отмеряла участки, вот они, по 20 боковых петелек. И фиксировала их или там маркерами, что у вас будет, или ниточками. То есть всего у меня получается 10 вот таких вот участков или 200 боковых петелек, или получается 400 рядов. То есть после того, как я провязала вот эту планочку, я ее отпарила с изнаночной стороны, так слегонца, потому что после отпаривания она немножко все-таки подтягивается. То есть и вот она у меня получилась на 140 сантиметров. Всего у вас вот таких вот полосочек должно быть связано 3 полоски, после чего я вам покажу, каким образом я уже соединяла эти полоски и заодно вязала именно полосы из травки. Итак, после того, как я связала 3 полосы из классической пряжи, одинаковой длины, обязательно проверяем, не забываем этого, я начала вязать именно из пряжи травки. То есть каким образом я это делала? То есть я беру вот эту вот полосу из классической пряжи и начинаю вот по этим вот боковым петелькам, по которым вы считали, чтобы были полосы одинаковые, набирать именно петли из пряжи травка. В свою очередь я рекомендую, ну по крайней мере мне так поудобнее немножко, я вяжу так, чтобы у меня ворс был вот по направлению вязания, то есть вот таким вот образом, не вот так вот. Можно, конечно, и так вязать, это не принципиально в принципе, но вот лично мне поудобнее немножко, когда ворс идет вот таким вот образом, я даже перематываю иногда мотки, чтобы именно вот так вот у меня шло вязание. То есть я беру спицы круговые 4,5 на 80 сантиметров и начинаю набор петелек вот по этим боковым петлям. То есть вот таким вот образом вот я беру ниточку и вытягиваю. Здесь, конечно, эту ниточку потом нужно будет завязать, чтобы она никуда не делась и не растрепалась. И вот у меня вот идут боковые петельки. Я вот таким вот образом завожу крючочек и вытягиваю петельку из травки. Вот таким вот образом я делаю набор петелек. Сейчас я вам еще более подробно покажу. То есть в каждую боковую петельку я завожу крючочек и вытягиваю петельку. На спице номер 4,5, пряжа травка или пушистая, как в моей ситуации. И я набираю эти петли по всей длине вот этой планочки. То есть это получается, что где-то, если у нас 200 по 200 боковых петелек в каждой планке, то есть у вас должно быть в районе, ну так, 199-200 петель вот именно из пряжи травки. То есть вот таким вот образом я делаю набор, то есть я его буду делать вот до конца этой планочки. В процессе работы я вот эти все ниточки, конечно, буду убирать, так как они будут мешаться. И далее, после того, как я наберу эти все петельки, я вам покажу, как дальше я буду работать. Итак, я набрала петельки по краю планки, то есть вот у меня получилось вот таким вот образом. В общей сложности у меня получилось 200 петелек, то есть так же, как и по боковой планочке 200 у меня петелек было. И далее я буду вязать обычной чулочной вязкой, именно пряжей травка. Почему только чулочной вязкой? Потому что, в принципе, за счет того, что это фантазийная пряжа с ворсом, на такой пряже не видно и не смотрится абсолютно никакой узор, поэтому нет смысла его и вывязывать. То есть просто вяжьте чулочной вязкой, кто не знает. То есть это в лицевом ряду, то есть вот у меня лицевой ряд. Я буду провязывать все петли лицевые. В изнаночном ряду, то есть вот у меня изнаночный ряд, я буду провязывать все петли изнаночные. То есть в принципе тут несложно.
Сейчас сначала покажу. То есть вот таким вот образом я буду вязать просто-напросто. В изнаночном ряду все петельки изнаночные, в лицевом ряду все петельки лицевые. В общей сложности я буду провязывать 17 рядов вот по такому принципу, как я вам объяснила. То есть закончу я работу именно перед присоединением к другой вот этой вот планочке. У меня также вот с этой стороны вот здесь вот закончится работа. То есть все это я сделаю за кадром, покажу вам именно как я далее буду соединять вот уже эту часть, связанную травкой, и соответственно вот вторую вот эту вот планочку. То есть вот я соединила именно первые две вот этих вот планочки. Вот у меня связанное вот это вот полотно из пушистой пряжи. То есть вот таким вот образом у меня будет выглядеть. То есть я вот провяжу вот эту вот пряжу пушистую, как я вам сказала, 17 рядов. И далее я вам покажу именно по какому принципу, как буду я присоединять вот именно к планке, вот к этой основное полотно. То есть так вот получается, вот таким вот образом у меня будет потом уже будет получаться вот так вот. Итак, я провязала уже участок с травкой, то есть у меня получилось вот таким вот образом. Всего в общей сложности я провязала чулочной вязкой 17 рядов. Вот здесь это вместе с самым первым рядом, я считаю. Вязала обычной чулочной вязкой, то есть лицевые петли в лицевом ряду, изнаночные петли в изнаночном ряду. То есть закончила я работать вот здесь вот. И ниточку отрезала я. И теперь я покажу, как я буду закрывать эти петли. И плюс ко всему я буду соединять со следующей планкой. То есть в конечном варианте вот у вас должно получиться вот таким вот образом. Я буду соединять эти две планочки. Итак, я поворачиваю работу вот так вот. Итак, я беру вот вторую вот эту вот планочку и прикладываю ее к лицу. То есть вот это вот у меня изнаночная сторона, лицо вот у меня получается внутри. То есть я прикладываю эту планочку вторую также лицом, вот таким вот образом, вот так вот присоединяю. И сшивать и закрывать петли я буду именно пряжей второй, то есть обычной вот этой, не травкой, а вторая пряжа, которой вы будете вязать. И делаю следующим образом. То есть я беру одну петельку с травки, одну петельку я беру вот боковую с планки и провязываю их вместе. Вот таким вот образом. Конечно, ниточки потом нужно будет зафиксировать и завязать. Еще раз. Одна петелька с травки, одна боковая петелька с планки. И закрываю вот таким вот образом. Еще раз. Одна петелька с травки, одна петелька вот с планки боковая. Вот это вот так вот я ее беру. И провязываю все вместе крючочком. Одна петелька, здесь одна петелька. И вот так вот провязываю. Единственное, что я рекомендую, это в процессе вот такого закрытия не затягивать сильно петельки. То есть вот я закрыла, и я ее как бы подвытягиваю вот таким вот образом. Я ее не затягиваю, потому что таким образом вы стянете все полотно. То есть вот я беру следующую боковую петельку и закрыла. То есть в принципе ничего сложного нет. То есть понять просто специфику. Вот по такому принципу я буду закрывать. Так вот я закрываю все петли до конца. То есть вот у меня вот таким вот образом все выглядит с лицевой стороны. Вот соединение, вот так вот оно выглядит. Естественно, пряжу, травку необходимо вычесать. Я ее вычесываю обычной массажкой, то есть так вот с легонца
я ее подчесываю, потому что вот если вы обратите внимание, вот эта вот половинка, она уже вычесана, то есть вот таким вот образом выглядит полотно, вот оно вычесанное уже. А вот это у меня травка, она не вычесанная, то есть вот она выглядит вот таким вот образом. То есть после того, как я соединю вот этих вот две планочки, необходимо вот это полотно будет вычесать. Я еще, если что, покажу вам, как я это делаю. То есть вот по такому же принципу я закрываю все петельки до конца. То есть, как вы поняли, я вначале соединила вот эту вот первую и вторую планки, то есть между ними я провязала вот эту вот именно часть из травки. Потом я взяла вот эту вот третью планку, к ней привязала вот именно полоску из травки, и теперь я ее соединяю вот с этой вот частью. То есть вот у меня получается вот таким вот образом. То есть я закрою до конца все петельки и покажу вам, что я дальше буду делать. Итак, я соединила между собой две полоски, то есть вот таким вот образом все выглядит с лицевой стороны. То есть вот он, этот вот шовчик получается. То есть шовчик очень аккуратненький, его даже и не видно, особенно после того, как уже вычешется еще травка. Вот таким вот образом она выглядит. Это все с изнаночной стороны. То есть с изнаночной стороны также все достаточно так вот аккуратненькое. То есть вот так вот. И теперь, как я уже говорила, необходимо вычесать данную травку, потому что разница, конечно, она очень-очень сильная между вычесанной и невычесанной. То есть я беру массажную расческу и просто вот таким вот образом аккуратненько ее все вот вычесываю все. То есть вот вычесываю на лицевую сторону. В принципе, оно вычесывается, это все не проблематично. Ну, единственное, что, конечно же, нужно потратить немного своего времени на то, чтобы это сделать. То есть вот таким вот образом аккуратненько все это вычесывается. Аккуратненько это необходимо делать так, как чтобы вы не поделали зацепки именно на самой вот этой вот на полотне, чтобы у вас не повытягивали вы петли. Поэтому сейчас я вот маленький кусочек здесь подчешу и покажу вам, что у меня в результате получилось. То есть получается вот примерно вот таким вот образом. То есть вот участок я вычесала, вот так вот он в результате выглядит. То есть по такому же ровно принципу необходимо будет вычесать до конца вот этой вот полоски. И следующее, что необходимо будет уже сделать, это довязать еще травку с одной стороны вот здесь вот, и с другой стороны вот здесь вот довязать травку. То есть в принципе здесь именно крайние вот эти полосы, они вообще без проблем навяжутся, потому что вам необходимо будет просто набрать петли, как я уже показывала, вот по краешку с одной стороны и с другой стороны. То есть просто вы набираете петли по такому же ровно принципу, как я и показывала. То есть вот так вот набираются петли. Из пряжи травка по краевым вот этим вот петелькам, то есть до конца, вот таким вот образом, до конца вот этой планочки вы набираете и вяжете. Только единственное, что не 17 рядов, вот как в этих планочках, которые посередине будут палантина, а по краям я вяжу по 20 рядов, то есть чуть-чуть побольше эта планка. Почему? Потому что все равно потом за счет того, что у нее не будет дальше ничего, вот как здесь вот идет другая вот уже полосочка, то есть вероятность того, что полотно будет немножечко как бы закручиваться вовнутрь, то есть незначительно, немного, но тем не менее он это будет. Поэтому, чтобы эта полоска не казалась очень узкой и уже, чем вот эти полоски, которые посреди палантина, то есть я их вяжу, как правило, чуть-чуть подлиннее. То есть если здесь 17 рядов я вязала, то здесь я думаю, что 20 рядов вполне будет достаточно. И после того, как вы уже провяжете 20 рядов обычной вот этой вот пряжи пушистой, то я просто закрываю все петельки
по краю обычно. Только единственное, что при закрытии петель все-таки нужно учитывать тот факт, что не надо очень сильно стягивать. То есть средне так закрыть, потому что если вы стянете, то будет некрасиво, будет стягивать полотен. Если же наоборот слишком рыхло закроете, то он, соответственно, может по краям вытягиваться. Поэтому средний вариант какой-нибудь подберите для себя так, чтобы край не вытягивался. По такому принципу я, соответственно, обвяжу вот одну, сделаю полоску, это вот с одной стороны 20 рядов, и с этой стороны точно так же по такому же принципу я сделаю набор петелек и провяжу 20 рядов именно вот пряжи пушистая. После чего я вам покажу, как я буду дальше работать, потому что это на этом у нас работа она не закончится. Необходимо будет еще вот и по этому краю вот здесь вот провязать также пряжи пушистые. Ну и не забываем, что когда вы все эти вот полосочки провяжете, то необходимо вычесать, то есть как вот эту планочку нужно вычесать, так и по краям. Все, что у вас будет связано с пряжей пушистой, то есть необходимо вычесать. Так, все это я сделаю за кадром и покажу вам уже, что дальше я буду делать. Итак, я провязала еще данный палантин, то есть напомню, я связала 2 крайние полосы, то есть вот с одной стороны я связала и с другой стороны я связала также вот крайнюю вот эту вот полосу. Пока что они не вычесаны, то есть это я уже потом в конце работы все именно вот там, где я не почесала, всю травку я потом уже вычешу. Значит, после того, как я закрыла петельки, то есть вот я закрыла эти петельки, я ниточку не отрывала, то есть вот у меня осталась одна ниточка, вот получается, с одной стороны, и также у меня ниточка осталась с другой стороны. Вот она осталась ниточка, то есть я их не отрывала. Не отрывала. Почему? Потому что я далее этой же ниточкой буду вязать, набирать петли вот по этой стороне и вязать уже окончательно, довязывать данный палантин. Сейчас на данный момент он у меня получился в ширину около 50 сантиметров и в длину в районе 130 сантиметров. То есть далее что необходимо будет сделать, это, как я уже сказала, я буду опять же набирать петельки и довязывать пряжи пушистые по краям. То есть вот здесь вот я буду это делать. Количество петель у вас должно быть обязательно одинаковое. То есть вы должны посчитать, сколько у вас получилось петелек с одной стороны, и точно такое же количество петелек набрать потом с другой стороны. Вот здесь вот я не могу пока точно сказать, то есть я где-то в пределах 13-15 сантиметров буду вязать полотно. Вы в свою очередь можете уже вязать на необходимую вам длину, так как за счет вот этой вот довязки, которая у меня будет идти по краям, дополнительно можно регулировать, я бы так сказала, длину данного палантина. То есть можно сделать его или подлиннее, или покороче, то есть это уже на ваше усмотрение. То есть сейчас я покажу, каким образом я буду делать набор петель. То есть набирать я петли буду точно так же по краю. Конечно, там, где у нас пряжа пушистая, это не особо хорошо видно, поэтому необходимо считать. То есть вот я набрала первая петелька. И далее вот по краевым вот этим петелькам я вытягиваю петли. Обязательно, как я уже сказала, необходимо считать, чтобы вы одинаковое количество петелек набрали и на этих полосках, и в общей сложности. Вот таким вот образом я набираю по краевым вот этим вот петелькам. Вот таким вот образом. Вот, я набрала петли именно по пряже пушистая. Считаю, у меня получилось так, 2, 4, 6, 8, 10. 10 петелек я вот здесь вот набрала. То есть точно такое же количество, 10 петелек вы и на этой крайней полоске потом должны будете набрать. Далее я набираю петельки вот по этой полосе, то есть 1, 2,
3. То есть здесь так произвольно, не очень часто, но и не очень редко. Но одинаковое количество у вас должно быть потом набрано петелек. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. То есть вот я набрала по этой полосе вязаной классической 13 петель. 13 петелек. Это означает, что в каждой вот этой вот полосе, вот это их у вас всего 3, вы должны будете набирать по 13 петель. То есть одинаковое количество. И дальше у нас вот идет опять же полоса из пряжи пушистая. То есть здесь у нас было провязано чуть меньше рядов. То есть я набираю также здесь петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот у меня получилось 9 петелек по той причине, потому что здесь у нас чуть меньше рядов. Итак, теперь я повторяю. Крайняя полосочка вот здесь вот, я набрала на ней 10 петелек. По вот этой вот центральной полосочке я набрала 13 петелек. И вот здесь вот по этой полосе я набрала 9 петель. Это означает, что далее я вот здесь вот буду набирать 13 петель. Вот здесь вот я буду набирать 9 петель. Вот здесь вот я буду набирать 13 петель, и вот здесь вот я буду набирать 10 петель. То есть точно такое же количество петелек можете записать, например, если там вдруг вы забудете. То есть по точно такому же принципу вы должны будете набрать петли и с обратной стороны палантина. То есть у вас должно быть одинаковое количество петель. Еще раз напоминаю: 10 петель, 13, 9, 13, 9, 13, 10. То есть вот по такому принципу я наберу петли до конца вот этого участка. И далее буду вязать обычной чулочной вязкой. То есть ничего там не буду делать. На необходимую длину, то есть в моей ситуации это в районе 13-15 сантиметров я буду вязать. Вы в свою очередь можете вязать на необходимую вам длину. То есть после того, как я провяжу, я вам уже покажу, что у меня получилось. И по такому же ровно принципу я буду вязать вторую половинку. То есть это вторую часть вот эту вот палантина с обратной стороны. Точно по такому же принципу буду вязать. Одинаковое количество петель, одинаковое количество рядов. Итак, я довязала уже по бокам данный палантин. То есть вот он у меня получился вот таким вот образом. То есть я его уже вычесала. В общей сложности я провязала по 28 рядов. Вот здесь вот. То есть для меня это достаточно. Вы в свою очередь можете сделать и подлиннее довязать, если вам более длинный необходим палантин. Это вы уже смотрите на свое усмотрение. Но единственное, что я вам могу сказать, что от 5-го моточка пряжи у меня остался вот буквально вот такой вот моток пряжи. Поэтому если вы очень сильно удлините вот это вот последние краевые вот эти вот полосочки из пряжи пушистой, вы имейте в виду, что 5 моточков вам может не хватить. То есть вам нужно будет еще докупать один моточек. То есть еще раз напоминаю, 28 рядов, и всего у меня получилось по 77 петель вот на этих вот крайних полосках из пряжи пушистой. С одной стороны, вот я уже сделала вот такие вот кисточки. Кисточки я делала из пряжи такой же, вот как я вязала вот эти вставочки, потому что сразу могу сказать, что из пряжи пушистой или из другой какой-либо разновидности травки кисточки никогда не делается. Во-первых, они не будут хорошо смотреться, во-вторых, они именно сама пряжа сама по себе имеет такую тенденцию, как распускаться, поэтому из такой пряжи я не рекомендую делать никакие кисточки. То есть вот у меня из классической пряжи они выполнены. Опять же, от себя могу сказать, что вы самостоятельно должны регулировать именно длину данных кисточек, их, так сказать, объем. То есть это вы уже выбираете самостоятельно.
То есть вот с одной стороны я, получается, эти все кисточки сделала. Сейчас я вам покажу, как я их делала на другой стороне. Я понимаю, что, возможно, наверное, многие знают, но чтобы не было дополнительных вопросов, что кто-то не знает, как выполнять кисточки, я быстренько сейчас покажу. Значит, для начала я нарезала вот такие вот полосочки. Режу я их очень просто. Я беру небольшую книгу, там какая вам, опять же, длина этих кисточек нужна будет, накручиваю на эту книгу, потом разрезаю с одной стороны. Вот у меня получается вот такие вот кисты, ну, именно нарезка ниточек. Я далее беру необходимое количество ниточек, то есть в моей именно ситуации я стала делать по 7 вот этих вот ниточек. Проверяйте, чтобы все было одинаково. То есть вот я их вот таким вот образом складываю, потом складываю напополам и прикрепляю кисточку. В моей именно ситуации я их прикрепляю через одну петельку. То есть вот у меня идут петельки, которые я закрывала полотно. Вот они у меня идут. И я через одну петельку вот так вот я прикрепляю вот эту вот кисточку. То есть делаю, в принципе, все одинаково, несложно. То есть вот и у меня в результате получается вот таким вот образом прикрепленные вот эти вот кисточки. По такому же ровно принципу я их буду доделывать до конца. То есть, как вы видите, в принципе, абсолютно ничего сложного. Сейчас еще раз покажу. Беру 7 ниточек. 5, 6 и 7. Вот 7 ниточек я взяла, складываю их напополам, и потом я их через одну петельку вот таким вот образом прикрепляю. То есть по такому же ровно принципу я буду доделывать эти кисточки до конца. То есть это до конца ряда вот у меня осталось. И далее единственное, что остается, это уже окончательное завершение вязания данного палантина. То есть необходимо убрать все торчащие ниточки. Значит, вычесать, мало ли, если вдруг где-то у вас еще остались участки не вычесанными, то есть их нужно обязательно вычесать, эти участки. И после всего этого данный палантин можно постирать. Кто, в принципе, работал с пряжей тряпка пушистая, те знают, что эта пряжа, она очень-очень хорошо стирается. Но единственное, что я все-таки рекомендую ручную стирку. То есть в машинке лучше не стирать. Особенно вот именно пряжу пушистую, потому что после нескольких стирок ворс может все-таки немножко спутаться, и он уже не будет так хорошо и красиво смотреться. То есть ручная стирка, и я так думаю, что данный палантин вам будет служить очень и очень долго. То есть все это я сделаю за кадром и покажу вам уже конечный результат, что у меня получилось. Итак, я уже доделала полностью данный палантин, то есть я его вычесала везде, где нужно было его вычесать, убрала все ниточки, то есть не забываем об этом, то, что ниточки все необходимо убирать. Я его постирала, чтобы он вытянулся и принял свой окончательный внешний вид, то есть в результате вот у меня получился вот такой вот очень красивый, большой, мягкий, комфортный, в то же самое время очень и очень теплый палантин. Длина общая его вместе с кисточками, вот у меня вот такие вот красивые кисточки, в районе 185 сантиметров, ширина около 50 сантиметров, то есть палантин получился большой. Опять же, размеры палантина вы при желании можете регулировать уже самостоятельно в процессе работы. Итак, кому понравилось данное видео, кому оно было полезным, обязательно ставим лайк. Делимся данным видео со своими друзьями, мало ли вдруг кто-то у вас также любит заниматься рукоделием. Итак, до новых встреч!